Всем кролиководам огромнейший привет! Поздравляю вас с наступившим новым 2022 годом. Желаю вам счастья, здоровья, успеха во всех начинаниях, ну и, конечно же, в кролиководческой деятельности, а также массу положительных эмоций в новом году. У меня на канале был ролик об инбридинге, и в нем я говорил о том, что я имел уже опыт инбридинга достаточно успешный. Но, к сожалению, я показать результаты инбридинга я не мог, так как у меня не было YouTube канала. Сейчас у меня YouTube канал есть, и специально для вас я сделал еще один эксперимент с инбридингом. Давайте посмотрим, что же там за страшные крольчата такие родились. Погнали! В данном эксперименте участвовала вот эта самочка, строкач, пестрый, ласточка. И самец однотонный, ейный сын. Тоже строкач, ласточка. И вот что у нас получилось. И вот такие вот пузатики, деточки она нам принесла. Ну, сейчас мы их вытащим и более детально рассмотрим, как они, все ли с ними ли в порядке. Чтобы легче было рассматривать крольчат, я вытащил маточник из основной клетки. Пусть самочка пока порезвится в большой клетке. Ну а мы сейчас более детально, засучив рукава, будем рассматривать наших крольчат. И посмотрим, все ли у них на месте. А то многие утверждают, что при инбридинге много чего вылазит, рождаются страшные крольчата. Ну, сейчас и посмотрим на собственном опыте. Все познается только через собственный опыт. Не через различные слухи, кто там что говорит, только через личный опыт. Давай, первый пошел. Ой, дорогой. Глазки открыты. Им сегодня 2 недели. Тюма. Строка широкая. Пипочка на месте. Пятнышки. Достаточно такой крупненький крольчонок. Пока еще не смотрел по полу. Ну, думаю, через недельку посмотрю. Ай, что такое? Глазки открыты. Хорошенький. Ну, одно могу сказать, что данные крольчата, они немножко крупнее, чем другие остальные. Вот самки 3 штуки вот родили. И именно вот эти, которые инбридинговые, да, они на порядок, ну не на порядок, но в полраза они больше. Хотя самки все молочные, я их уже знаю, как бы кролились они первый раз, всех выкармливают, но те поменьше. Иди сюда. Ой, какой. Посмотрите, какой красавчик, какой плотненький, жирненький. Вы только не подумайте, что я обеими руками за инбридинг. Нет, потому что я выпускаю ролики про инбридинг и говорю, что его можно делать и нужно делать и так далее. Ни в коем случае. Я просто хочу показать людям, что это не настолько страшно, как про него говорят. Многие же говорят, да ну не надо, не делайте инбридинг, это совсем кошмарно и так далее. Делаю второй раз инбридинг и второй раз убеждаюсь, что все те люди, которые против инбридинга, да, они не правы. У меня все кролики, по крайней мере в этом возрасте, никаких отклонений нету. Смотрим, у всех по 4 лапки, по 2 ушка, глазики. Все на месте, все при них. То есть ничем не отличается от обычного кролика. Ну, единственное, что чуть-чуть побольше, чем остальные. Вот, поэтому не старайтесь слушать тех людей, которые много болтают и не по существу. Инбридинг нужно делать правильно. Естественно, если ты делаешь все правильно, все грамотно, то у тебя никаких проблем не будет. Если ты делаешь все неправильно, то, конечно, у тебя и получится результат. У меня недавно... Вот. Ой. У меня когда вышел ролик про инбридинг, со мной связался человек и говорит, ну вот, расскажи мне, да, про инбридинг, хочу тоже сделать инбридинг. Ну, начал расспрашивать у него, что там, кого хочешь сводить. Он, по-моему, мне сказал французские бараны, если я не ошибаюсь. Я говорю, ну а что, как особи, как здоровые, нездоровые? Ну, вроде бы здоровые. Я говорю, а что по весу? Он говорит, ну им по 6 или по 7 месяцев, что-то он сказал. Я говорю, а вес какой? Он говорит, 3,5 килограмма.
Я думаю, может быть, человек ошибся. Я переспрашиваю. Французский баран в полгода 3,5 килограмма. Да. Я говорю, и вы вот эту особь хотите сделать с ним имбридинг, что ли? Он такой, ну да. Я говорю, вы понимаете, что имбридингу подвергаются только здоровые, абсолютно здоровые, крепкие особи. Если у меня вот эта самка абсолютно здоровая, абсолютно такая типажная, такая хорошая, добротная самка, и такой же самец от нее был, с которым я ее скрестил, он когда родился, месяца в 2 я сразу понял, что я его оставляю. Он отличался от всех остальных фактурой, мордой, телом. И в итоге я сказал, все, этот будет, останется, и мы с ним сделаем имбридинг. И я сделал, и вот он результат. А этот человек пытался сделать имбридинг непонятно из чего. То есть... Ну да, может быть это французский баран, не знаю. Но при весе 3,5 килограмма, то есть просто взять первую попавшуюся особь, неважно, здоровая, соответствует она стандарту, не соответствует. О, иди сюда. Ну давайте сейчас еще одно посмотрим и продолжим. Чего? Ну все, абсолютно, все на месте, хвостик на месте. Все хорошо, все прекрасно, да? Иди обратно. То есть, человек просто первых попавшихся 2 кроликов начинает с ними экспериментировать. Соответственно, какой материал вы вложите изначально, такой результат вы и получите. Если я вложил хороших особей здоровых, я и получил хороший результат. А если человек вложил непонятно что, недовесок, недомерок, хромого, косого, соответственно, что приплод он получит такой же. Отсюда и выводы, когда вам говорят об имбридинге, что это плохо, да, что рождаются хромые, косые, там, с одним ухом и так далее, это результат того, что данный человек сделал все неправильно. То есть неправильный имбридинг, да, косых хромых свел и получил результат. А потом сидит и ждет, а что-то, не, имбридинг это плохо. А то, что ты взял некачественный материал, да, и случил его, ты получил некачественный результат. Отсюда вывод. Если вы собираетесь сделать имбридинг, для него нужно отбирать только лучших и здоровых особей, и никак иначе. Ну, в общем, кролики мои здоровые, у всех лапки на месте, ушки на месте. Но будем в любом случае за ними наблюдать. Я их продавать не буду, потому что многие говорят, что они умирают в месяц. Ну, им уже 2 недели. Они только растут, ширятся. Вот. Поэтому, думаю, в месяц с ними ничего не случится. Посмотрим, как они будут набирать в весе. Посмотрим, как они будут набирать в весе. Все ли с ними будет в порядке. Ну и обязательно вам сообщу о результатах, что у меня получилось. Обязательно сниму ролик через пару месяцев про них же, про вот этих вот красавцев. Какой результат, посмотрим. Но мне кажется, все будет хорошо. И данные особи, если изначально стали набирать хорошо, стали развиваться хорошо, то в дальнейшем с ними абсолютно не должно быть никаких проблем. Там прививки, пропойки и так далее, все это будет. Чего такое? Поэтому я думаю, с ними будет все хорошо. Ну вот, друзья, вы и увидели результат моего эксперимента, который я специально для вас приготовил, сделал этот имбридинг, чтобы показать вам, какого результата я добился. Надеюсь, вам результат этот понравился. Вот, и запомните одно, что к имбридингу нужно подходить более тщательно. Не просто так, как захотел, так и сделал, а очень-очень основательно к этому подходить. Подбирать только здоровых, крепких, без отклонений особей. Не надо пичкать все подряд, соответственно, и результат вы получите такой же. Что вы заложите, то вы и получите. Я заложил в данных маленьких крольчат хороший материал, самочку и самца, и, соответственно, я и получил результат. В общем, буду держать вас в курсе, как будут расти мои питомцы, мои красавцы. Ну а на этом все. Все будет круто. Пока-пока.